Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, этот ритуал я дарю вам по повелению самой богини Фемиды. И сейчас расскажу, как это произошло. Дело в том, что я обещала ей, что если она поможет мне в одной ситуации разрешить, эта ситуация была не опасная для меня, не какая-то там судьбоносная, скажем так, но очень важная. И она долго не разрешалась, видимо, так было нужно. И я пообещала Фемиде, что если она в этой ситуации справедливо поможет и посодействует мне, то я подарю людям еще один ритуал обращения к ней. Но у меня, знаете, вот мысли никакие не возникали, не приходили никакие идеи, поскольку я, посвященная Фемиде, создала и прямые эфиры, и, скажем так, ритуалы подарила и практикам, и обычным людям. Я очень много говорила вам и рассказывала, что это одна из самых главенствующих богинь. Титанида, родная сестра Зевса, ставшая его супругой, одна из его супругов. Богиня правосудия, которая родила других божеств правопорядка, та, которая следит за мировыми законами. Ее называют еще карма, карающая матерь, юстиция, так называют ее римляне. Греки ее называли Фемидой или Фемис. И очень подробно рассказывала о ней, о том, что это не простая богиня, не простое божество, это очень грозная сила. И глаза у нее завязаны для того, чтобы она была беспристрастна, чтобы она не обращала внимания ни на положение человека, ни на красоту человека, а на справедливость человека. То есть, чтобы она судила по поступкам, а не по чинам и привилегиям. И как бы столько было создано и рассказано и передано, что у меня просто не было никаких новых идей и мыслей, если честно. И во сне мне пришли вот эти слова, и мне показали, что нужно делать. Я встала, записала этот ритуал, и сегодня я вам подарю. Если, тем более, через вещий сон сама богиня Фемида указала мне, что читать ей и каким образом просить о милосердии, то, вне сомнения, этот ритуал сработает просто на отлично и поможет людям добиться справедливости. Ритуал, который создан для того, чтобы одним махом привести в порядок всех своих врагов, всех своих недругов и наказать их по справедливости. А вы прекрасно знаете, как наказывает Фемида, если правда на вашей стороне. Вам нужно 4 восковые свечи, 4 монеты, любые, припасите отдельно, благовония. Ее статуя простым людям не рекомендую, потому что статуи богов, они нуждаются в определенной энергии. Вы не сможете отдать столько энергии. Они должны работать. Они должны быть воздействованы. Поскольку я помогаю людям и, скажем так, помогаю им добиться справедливости, естественно, я использую и статуи, и ритуалы касаемо божеств. И они без дела не стоят у меня дома, да. А у вас нет такой привилегии, такой возможности, знаний. Следовательно, вы не можете питать эти статуи силой. Это не обращение к статуям, это обращение к силам,
Статуи всего лишь как предмет-посредник. То есть вы тем самым выказываете свое уважение, держа образ божества. Но вас слышат сила, исходящая от богов, которые приходят и, скажем так, вселяется в эту статую. Через эту статую вы открываете свою дорогу, свой канал. Мягко говоря, не люблю это слово, но так и есть. Теперь я хочу вам показать с помощью этого ритуала, который я провела для человека, потому что эти все работы можно провести практику для людей. Какой результат дал? Я не показываю, естественно, номер телефона. Мои враги как-то странно запутались, но на сцену выходят совершенно другие персонажи. Министерства те же. Все люди с фото пропали. Хорошо бы навсегда. Ну, фото, которые мне она дала. Так что жду, кто что предпримет. Верю, Инга, все будет отлично. Это написано 15 октября, сегодня. Добрый вечер, Инга. У меня все хорошо благодаря вашей помощи. Тишь да гладь. Ура. Спасибо огромное. Я хочу вам сказать, не буду говорить, какое руководство Подмосковья от прокуратуры и прочее пытались отжать у этих людей их бизнес. Вплоть до угроз, вплоть до опасных моментов, и грозились и сроком, и чем только не грозились. У них есть такая власть, и они это могут сделать, если, при желании, да, если решат за тебя взяться. Вот этот ритуал помог. А теперь этот ритуал я дарю вам, простые люди. И дарю вам благодаря той, которая мне это передала для вас, собственно говоря. На подсознательном уровне, назовем так. Итак, 4 раза читайте. Ждете, пока почти догорят свечи, когда останется чуть-чуть. Огарки свечей уносите по 4 сторонам вашего дома. Вот стоит дом, здание это или частный дом. Вот 4 стороны вашего дома. Одна сторона, вторая, некий такой крест чертите, да, 4 стороны. Там другая сторона, левая, впереди дома. Во все эти 4 стороны вокруг дома оставляйте огарку свечи и монету. Можете вечером сделать, когда мало народу, можете ночью выйти. Неважно. Этот ритуал провести можете в любое время, в принципе, но в сумерки лучше сработает. Запомните, откупается обычно после ритуала в течение 3 дней, не позже. Если позже, переделывать приходится. О верховное правосудие, Фемида, юстиция, карма. Блюститель законов Вселенной. Я обращаюсь к тебе, и голос мой доносится до тебя, до твоего справедливого трона. Враги мои окружили меня. Они травят меня, словно дикого зверя, осыпая ложью, клеветой и сплетнями. Они ищут моей погибели и ждут падения моего. О справедливая Фемида, юстиция, карма! Рассуди нас по справедливости. И подними меч правосудия и опусти на головы моих врагов. Покарай их настолько жестоко, насколько они того заслужили. О великая богиня закона и порядка, отправь в мою жизнь своих дочерей Ор, справедливости. Эвномию, благозаконие, для наведения порядка вокруг меня. Дыке, справедливости, для справедливости в моей жизни и судьбе. И кары для моих врагов. Эйрену, мир, для утверждения мира в моей судьбе. Я взываю к тебе, Фемида, юстиция, карма. Внемли моей просьбе, и да свершится справедливость, и утвердится порядок. Да будет так.
Вот если вас несправедливо преследуют, прочитайте и сделайте все, что я вам сказала. Точнее, все, что она вам сказала. И плоды этого труда вы увидите сразу. Всем удачи!